А как это произошло? Роман Шутько, который завтра уже садится на паром «Ион Спирит», рассказал консулу, а сегодня я уже непосредственно общался с его женой в скайпе, сообщили следующее. Разорвался снаряд при обстреле. Они выходили из дома вдвоем, может куда-то переходить, потому что там территория медгородка, она такая, она простреливаемая со всех сторон, но в основном стреляли навесом, то есть никогда не попадали. Несколько раз попадали в дома в соседние. На территории медгородка 2 дома было поражено к 20 числу, но в этот раз уже прямое практически попадание. Ольгу ранило, а Анатолий погиб на месте. Рома ездил, опознавал его тело. Ну, откуда пошла информация, что он нейрохирург, я не знаю. Володю Мазура мы эвакуировали сегодня. Это нейрохирург единственный на всю Миссурату, который работал, Володя Мазур. Он сейчас уже едет домой, надеюсь. Мы продолжаем показывать фотографии, только те, которые можно показывать. Но мы их не видим. Это наши медсестры. Мы не все показываем, потому что некоторые нельзя видеть. В частности, одну сейчас вы показали из медсестер, которая еще там находится. Если можно вернуть слайд. Давайте вернем. Я бы показал вам. 2 слайда назад. Это бывшая улица возле банка. Ну, это обычный рабочий день. Это первый БТР, который вошел в город. И там и остался. Вот как раз фотография. Да, вот слева крайне это Наташа, я фамилию не помню. Она с Днепродзержинска, насколько я знаю. Вот она должна завтра садиться на паром вместе с Романом Шутько, с семьей Романа Шутько. А скажите, пожалуйста, это Евгений Солодко, адвокат Виктора Пилипишина. Добрый вечер. А вот скажите, пожалуйста, вот в этой студии говорилось, и даже люди нам писали, вот Сергей Иванов как раз сидит за людьми, которые нам пишут. Многие говорили, что люди не возвращаются, потому что здесь нет будущего, а там по меньшей мере есть зарплата. Отчасти это правда. Даже когда было совсем страшно, народ на что-то еще надеялся. Мне тоже вначале задали этот вопрос, почему они не уехали. Я сказал так, давайте лучше спросим, почему уехали мы. Так вот, мы уехали, потому что мы все это видели своими глазами. И когда уже, извините, рядом с женщинами, которые просто переходят по медгородку, падают мины, и поверх голов идут очереди, ну, уже понимаешь, что это уже совсем рядом к тебе подошло. Поэтому мы уехали, потому что стало страшно. А они остались, потому что они еще страшно не видели, скорее всего. Это мое мнение, я извиняюсь, если оно не совпадает с их мнением потом. За длинным рублем мы погнались все, кто 7 лет назад, кто 9, кто 6 туда. Но последние 3 месяца зарплату не платят никому. Банки разрушены, сгорели практически все. Вот. И я не знаю, перспектив тоже нет, потому что последнюю неделю, по крайней мере, даже 2 недели, администрация госпиталя просто, во-первых, поменялась. И новая уже сказала, вам платил деньги Каддафи, вот от него типа и ждите теперь ту зарплату за все. И за все ваши отпускные, и за все ваши остальные, что вы ожидаете. То есть перспектив зарплаты уже никто не видел. Что ждут эти люди, я не знаю, правда говорю. Я за них, за всех сказать не могу. Спрашиваешь, когда, что ждешь? Вот обещали, что выплатят 3 зарплаты за каждый месяц. Жди. Может, поедешь все-таки. Ну, вас прекрасно понимает наша аудитория и поддерживает. Скажите, пожалуйста, а вот что вы будете делать сейчас? Буду пытаться устроиться на работу. Я врач-анестезиолог с 20-летним стажем. У вас же фантастический опыт. Ну, теперь еще это, да, туда. Галина. В первую очередь я хочу передать огромное спасибо от моей дочери, вашей студии. Она говорит, с помощью вашей студии все это началось. Лично она просила передать спасибо Олегу Волошину и Андрею Алифирову. Это представители МИДа, насколько. Это представители МИДа, да. Что еще ну, вот вы хотели услышать? Да. Вы очень хотели вернуться, да? Вам было страшно. Мне страшно. Даже не знаю, я работала операционной медсестрой хирургии. У нас было до начала войны 15 операционных сестер в нашем госпитале, в нашем отделении. Практически с самого начала потихоньку девочки, именно женские
Женщины, ревики на работу перестали ходить. Осталось 3 медбрата и моя коллега, украинка тоже, Светлана Савлук. Нагрузка была колоссальная, но нас насильно никто не принуждал. Было, конечно, жалко этих людей. По большой части. Вы знаете, они добрые люди. Они помогали нам, и мы старались помочь им. Но мы, когда уже приняли решение, мы пришли в администрацию и сказали, мы просто уже не можем. В последнее время, последние недели, в связи с усилением атаки и вот это перекрестные огни, у нас было... Не останавливался операционный блок работать утром, ночью. Множественные травмы, сочетанные травмы. Работала по 2 бригады. В стычной операции 6-7 часов работают. Хирурги, ортопеды, сосудистые хирурги. И в итоге больного теряем. Кровь просто ручьем и так все лилось. Но это все было тяжело и морально. Но когда стали поступать мирные жители, дети, женщины, это особенно стало тяжело. Ну и, конечно, то, что дома у всех мамы. Мамы уже в возрасте, которые за нас волновались. Дети, которые переживали. Ну и это еще плюс. И плюс опасность для жизни. Поэтому мы решили вернуться. А уехали мы туда. Вы спрашивали о нашем будущем. Уехали, наверное, тоже от проблем. Потому что, да, я планирую вернуться на работу, если получится. У меня тоже большой опыт. Но мне страшна моя зарплата. Как я слышала, где-то в пределах 900 тысяч гривен. Вы прекрасно понимаете, сколько стоит только квартплата и сколько останется. Поэтому многие женщины там остались. Они благодаря этой стране. Вы, Галина, вы деньги, которые вы там зарабатывали, вы посылали часть в Украину? Да. Все практически так. Все где, да? Да, Мы понимаете. не покупали себе ничего за границей. Мы не вкладывали деньги в Это недвижимость где-то или не еще. настолько большие деньги, Да. как некоторые думают. Да, благодаря той стране многие свои проблемы решали, учебой детей здесь, покупая жилье здесь. Сейчас, конечно, в связи с инфляцией и ростом уровня цен, но все равно это был выход с положения. Да? Я работала в госпитале, я имела еще обретаемый в частном госпитале, $1000 получалось, то есть разница. $1000 в месяц? $1000 в месяц. Там? Там, да. Какое-то решение проблем было. У меня сын студент. Благодаря этому, конечно, я тоже... Поэтому, может быть, и на этом ответим вопросом, почему люди там остаются и рискуют. В надежде, что все-таки им выплатят. Надежды мало. Именно Мисурата это... Именно Мисурата, потому что 100 километров от Мисурата город Хомс. Есть еще один форум, называется «Сообщество врачей в Ливии». Я написал, что я уже на этапах эвакуации и получаю ответ. Город Хомс. Все работает, все работают, у нас проблем нет. Это 100 километров. Это там находятся войска Каддафи, правда, но это дело не меняет. Получают зарплату, отправляют трансферы. Периодически, конечно, проблемы со связью, говорят. Ну и мы были на этапах эвакуации, город Бенгази проезжали. И да, вот, то мы тоже видели. Продолжается мирная жизнь у людей. Они не знают этого горя, которое было в Мисурате. А в Мисурате перспектив никаких. Полгорода практически нет уже. Если все фотографии показать... У власти там... У власти там оппозиционные силы, есть представители их. Он тоже приезжал в госпиталь, встретился с нами с 4-го где-то раза. Попытался какую-то материальную помощь оказать. Видимо, то, что удалось из банков забрать. Больше ничего они нам предложить не могли. Святослав Пескун. Существуют какие-то обозначения? Поднят ли там белый флаг с красным крестом? Или на крыше нарисована эмблема Красного Креста? Чтобы военные понимали, что это госпиталь. И кто стрелял по госпиталю? С какой стороны? Спасибо за вопрос. Это хорошо, что вы спросили, потому что как раз к этому я хотел подвести. Как раз никакой безопасности для госпиталей не существует. Почему я еще раз сказал, что госпиталь был разбит, и большая его часть находилась в так называемой Мужаме. Это поликлиника бывшая. Там был организован хирургический корпус. Штаб организован был именно там. С большим флагом трехполосным. Окружен был пулеметами, мешками с песком, люди с оружием. То есть смотрите, где мы. Вот. То есть показательно все. Ну и поэтому Мужаму и разбомбили где-то на 4-ю или 3-й неделе. В нее было несколько попаданий, погибли и люди там. Вот. Госпиталь был эвакуирован.
И продолжается все то же самое. И пресс-центр в Хекме, это Хекме сейчас называется, этот госпиталь, и штаб, опять же, там же находится. У них нет понимания этого, что какую-то безопасность нужно. Поэтому администрация госпиталя сказала, мы уже не несем ответственности за Есть же какие-то международные стандарты, принятые во всем мире, обозначать медицинские учреждения, больницы, госпиталя. Это Ливия. Это Ливия. Там надо побывать, чтобы понять, что для них не существует такого. Владислав Лукьянов. Да? Получается тогда, что вот эти военные, которые были, что они прикрывались больными, врачами. Нет, так нельзя говорить. Это так мы только говорим сейчас. Лукьянов говорит в Страстную Нет, я пятницу. спрашиваю. Не, мы говорим сейчас про военных, вы говорите про кого? Если вы говорите про армию Каддафи, да, там профессионалы воюют. Если посмотреть на снимки, как убивают они, четко профессиональные выстрелы. И как воюют эти пацаны, которые разграбили полицейский участок с автоматами. Они ж не военные, они даже не понимают, что они делают. Такое впечатление, что они играют, продолжают играть. Жалко, что видео нельзя запустить. Аллах Акбар через каждые 5 секунд. Они радуются тому, что они выстрелили. После выстрела радость уже, что выстрелил. В очереди вылетают на А раз. еще, вот это Аллах Акбар. Идет радикализация вот Пока настроений. нет, пока нет. А есть в этом направлении? Присутствие как Аль-Каиды ваш- мы там не заметили. Сразу я... Нет, ну я не спрашивал про Аль-Каиду. Да. Спасибо. Пожалуйста.